Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на канале CryptoStudent. Сегодня у нас понедельник, начало новой недели, да. Надеюсь, все хорошо отдохнули на праздниках и вернулись с новыми силами. Ну и давайте начнем с биткоина по традиции. У нас биткоин сходил на уровень 59 500 долларов, и где-то вот в этом районе 60-61 тысяча я вижу сопротивление. Это, в принципе, данное сопротивление, да, и такое вот пробитое сопротивление, которое в потенциале у нас может вот образовать такой вот гип с походом вниз, что в принципе я и жду, либо же взять при походе вот на 60-61 тысячу долларов, да, там шорт-позицию, либо же при пробое и закрепе, так скажем, ниже уровня 56 тысяч долларов. Тут еще, видите, нас еще не пускают выше дневного облака Ишимоку. Сейчас это дневка, да, и вот здесь как раз таки у нас Ишимоку дневное прям пробивное, это вот где-то в даты, где-то 19 мая, ну, то есть, грубо говоря, через неделю. То есть, когда у нас последний раз такое вот было, да, и то даже не так было оно таким маленьким, да, но тем не менее мы даже рядом не стояли, грубо говоря, здесь. А тут мы прям вот стоим, и где-то здесь, возможно, у нас будет такой хороший сливчик по биткоину. Почему я, в принципе, ожидаю больше слив, да, нежели роста? В принципе, это связано еще с фондовым рынком, S&P 500, да, у нас он забивается вот уже впритык, так скажем, забивается в таком вот восходящем клине. Если мы посмотрим недельку, да, вот в принципе он сейчас торгуется у нас в районе 4237 пунктов. А если же мы пробьем вот где-то 4300, да, то есть это будет пробив вот это вот сопротивление, да, если вот мы пробьем где-то в этой неделе и закрепимся, да, тогда возможно у нас будет еще какой-то рост, там, стимулирование рынков, но на текущем периоде, да, все-таки интересно было бы увидеть какое-то падение и, соответственно, довольно-таки хорошую коррекцию по всем рынкам. Не забываем, да, то, что у нас там в Индии, да, образовалась такая вот ситуация с коронавирусом очень страшная, и, в принципе, довольно уже мало что растет, и, в принципе, все больше предвещает коррекцию. Вот ближайшая у нас поддержка, это вот эта вот зона, это вот где-то 4100, 4150. Следующее, это вот у нас начинается первая такая нормальная поддержка в районе 4000 пунктов, потом у нас идет где-то на 3800, и вот самая такая глубокая коррекция, да, в принципе, которая была вот так. Кстати, это вот, наверное, в районе 3400 пунктов, это, в принципе, прошлый хай по S&P, когда вот мы, в принципе, упали тоже ближе к весне, да, вот в марте, то есть мы упали в районе 36%. А если повторить ту же ситуацию, да, давайте нанесем ее, то где нас примерно плюс-минус может это ожидать, если с текущих, да, ну, это будет, конечно, еще даже ниже, чем, в принципе, здесь. Но даже падение вот на дневное облако Ишимоку, потому что оно довольно-таки большое, да, это вот где-то район 3600-3700, но, тем не менее, если мы берем в районе 10, там, 12-13% по S&P, да, то это по биткоину в районе 20-30%, по альтам там опять-таки, наверное, больше, чем 50%, особенно те, да, которые хорошо стреляли. Давайте посмотрим еще капитализацию общую. По капитализации, кстати, мы вот все-таки, видите, здесь мы ложно пробивали его, откатились, и как раз с новыми силами мы пошли, и у нас неделя получилась такая вот закрепляющая. Но, тем не менее, у нас даже на недельке вот этот дивер, да, он все еще есть. То есть он все еще ликвиден, что на CSI, что и, в принципе, на RSI, да, он у нас имеется. То есть все меньше, да, так скажем, шансов на рост, тем больше на коррекцию. То есть, опять-таки, если коррекция, если мы смотрим в сторону, то я посмотрел, наверное, где-то в районе 2 триллионов долларов. По общей капитализации это в районе, да, то есть 13%, либо же на ближайшей поддержке в районе 25%, да, по капитализации. Если сломаются вот эти две поддержки, да, вот, в принципе, вот это вот особенно, то, конечно, нас ждет падение в середину канала, это где-то 1,3 триллиона. Из-за этого, в принципе, сейчас, друзья, я ничего не буду, скорее всего, рекомендовать откупать, лишь спекулировать на фьючерсах. То есть откупать сейчас в долгую, да, ждать либо же очень с длинными наборами, либо же это инвест с небольшим, так скажем, количеством денег.
потому что когда у нас будет распродажа, извините меня, вот на падение вот столько, да, то как бы все, что купится сейчас, оно упадет на 50%, и если это будет даже хотя бы процентов 30 вашего депозита, то минус 15% к депозиту, я думаю, это не то, что, конечно, хотелось бы в текущей ситуации. Лучше пересидеть в долларе. По капитализации альты. В принципе, по альте, да, мы, в принципе, всю неделю играли так, то, что у нас с одной альты перетекало в другую, да, некоторые вот росли, некоторые не росли, но, тем не менее, свечка закрылась хорошей и плюс хорошим объемом. То есть по альте может быть еще какое-то там движение, да, но, тем не менее, у нас все равно есть вот этот вот дивер. Так. Да, то есть вот на дневке он все еще имеется. То есть вот мы еще его не пробили. То есть у нас еще дивер имеется, который у нас сформировался еще вот с этого времени. То есть довольно-таки тоже большая дивергенция. То есть рост у нас такой вот маленький. То есть ближайшая опять-таки поддержка это в районе триллиона, да, 990, 920 миллиардов долларов по альте. И также не забываем то, что у нас доминация очень сильно упала, да, и в принципе вот где-то здесь такой вот откатик, в принципе, он виднеется, то есть у нас и CSI, и RSI, они вообще просто в полу, да, не знаю, как это еще назвать, то есть вот если будет такая вот свечка, грубо говоря, вот такие свечки только в обратную сторону, вот так, да, где-то вот так, то, конечно, альта скажет вам, извините, мы расти никуда не будем, будет довольно-таки хорошая коррекция. Но, тем не менее, вот этому всему падению должна быть здоровая коррекция, потому что мы упали там практически на 30% по капитализации, да, то есть капитализация перетекла в альту, да, доминация упала у нас аж на 45%, помните, когда-то были на 60%. То есть вот для меня вот точка, да, самая такая интересная, это вот в районе 40, где вот, в принципе, будет где-то, наверное, такая вот финал альт-сезона и перетек денег, так скажем, в стейблы. Что у нас еще? Ну, давайте будем смотреть, что у нас по альтам. То есть эфир у нас все-таки пробил, да, и теперь у нас поддержка на эфире это район 3450. То есть довольно хорошая поддержка. Мы все-таки пробили ее, да, отретестили и пошли вверх. Эфир, так скажем, с нашего, там, скажем, накопления, да, вот где-то было глобально где-то в районе 300, да, даже эфир, в принципе, дал довольно большие иксы, так что, друзья, у кого там был эфир или так далее, там альткоины, которые стрельнули, рекомендую фиксануть, так скажем, рекомендую большую часть, по крайней мере, зафиксировать. Но, опять-таки, поддержка по эфиру, в принципе, вот, она локальная где-то в районе 3800. BNB. BNB, вот, в принципе, он роста такого сильного не показал, да, то есть вырос на чуть-чуть прям, вот, вырос где-то в районе, там, ну, вот, максимум 9%. Ну, в принципе, вот, я как говорил, зона, да, это вот где-то в районе, наверное, 800 долларов по BNB. Вот, сходили на 680. Вот, и примерное падение где-то вот в эту зону. Ада у нас пробила. Вот с прошлого, да, как раз таки обзора выросло где-то в районе 40%. Тем не менее, если мы не сможем закрепиться выше, так скажем, 1.6, то опять-таки есть вероятность возврата в зону 1.3. DOT у нас вообще, по сути, никак не вырос, да, то есть он где-то стоял здесь. Вырос, не смог опять-таки закрепиться, видите, и он опять находится ниже вот этой вот трендовой, и по сути рисует, опять же, он пока ликвиден, то есть пока мы не обновим вот этот вот high, этот гип, он ликвиден, то есть при падении рынков, как я и говорил там в чате несколько раз, то, наверное, это будет фаворитом падения, то есть DOT он у нас довольно-таки хорошо и вырос, и в принципе, почему бы ему так же хорошо и не упасть. Вот, то есть падение вот в зону интереса опять-таки в районе 15 баксов. Ripple, вот двойная вершина, еще вроде на прошлом обзоре двойную вершину рисовал, да, в принципе он сейчас забивается вот в такой вот, как мы назвать это, вымпелом, да, или вот, то в принципе можно назвать так, если это все-таки будет у нас такой вот вымпел, то возможно, да, будет какой-то еще рост небольшой на 1.8,
Вот, главное, так скажем, не обновлять вот этот вот хай, и, в принципе, будет ликвидная двойная вершина, и при сливе, опять же, Ripple может хорошо ливануть. Юни. Юни у нас пробивал, да, вот этот вот как раз таки, но тем не менее консолидировался в районе вот 44-40 долларов, и сейчас вот такой вот небольшой такой вот падающий клин, если, конечно, мы не упадем ниже 38. Если мы упадем сюда вот, то опять-таки вот здесь у нас зона такой вот маленькой ишимоку, да, дневного, и вот здесь вот может как раз хорошенько пролиться. Так что вообще все смотрится так шатко очень. Ну вот Litecoin только нормально вот для меня виднеется. Кстати, забрали в итоге еще 2 тейка. Это у нас на инвесте было. В принципе, да, вот эти цели, они ликвидные. И если мы тем более пробили вот это вот глобальное сопротивление, возможно вот так вот проконсолидироваться и, в принципе, забрать оставшиеся цели. Ну, почему так говорю? Потому что, в принципе, Litecoin, он на недельке довольно-таки хорошо вышел хорошим объемом за недельное ишимоку. То есть здесь он может так вот проконсолидироваться и дальше вырасти. Линк тоже не стоял в стороне. Тоже довольно хорошо вырос и вот подошел, в принципе, в зону сопротивления в районе 53-55 баксов за монету. То есть линк, если у кого-то есть, да, то можно, в принципе, фиксануть с нашей последней покупки. Но мы закрывали его на втором тейке уже больше 90%. Ну и, как говорится, говорил, будет EOS по 10, ребят, ну вот дали даже 13. То есть всех поздравляю с EOS, прям все отработало как надо, то есть X2, вот с нашей последней покупки по 5,3 мы его набирали в инвест, да, вот, как я и думал-то, это был у нас вот ретест вот этого вот проторговки, да, и потом мы просто улетели. То есть вот довольно хорошо купили по 5,4 и в принципе забрали все тейки. Что сейчас вот по... Все спрашивают, что у нас сейчас по EOS, да, если так присмотреться, ну есть вот такой вот нисходящий клин, который мы вот пробили, протестировали. Тут у нас еще 4-часовое облако и шимоку. В принципе, где-то здесь можно, конечно, подбирать EOS. Но опять-таки, стоп у нас довольно-таки далекий. То есть в районе 9 баксов. То есть, да, он может еще вот так сходить. Если же это будет как раз вот, ну, в принципе, вот, да, мы сходили на вот эту вот зону, да, ну, практически сходили. То есть ретестнули еще вот эту вот вершинку. То есть, если так оно будет, и вот здесь где-то, в принципе, можно лонгануть с целями обновить вот этот хай. То есть, вот такие где-то плюс-минус цели. То есть, первые 3 цели это до хая, и оставшиеся это вот, наверное, район 15 и 16 баксов за монету. Вообще, потенциал как бы есть и на 20 сходить. Ну, давайте посмотрим EOS к битку, да. Ну, к битку, кстати, он тоже подходит к 4-часовому ишимоку. И давайте посмотрим, наверное, дневку. Ну, дневка вот она. Кстати, довольно хорошо вырос, да, EOS, друзья? Так, ну вот, в принципе, вот. А EOS еще, кстати, вот на недельке даже не пробил. То есть, по сути, у EOS еще может быть все впереди. Если мы смотрим Lightok, да, то он как бы недельку пробил по ишимоку. А EOS он еще даже не пробил недельный ишимоку. То есть, ну и плюс, смотрите, какой объем. Да, довольно сильно. То есть, на самом деле, и EOS по 10, да, может быть еще и мало. То есть, если мы опять-таки пробиваем с текущих, да, там вот это недельное ишимоку, да, это опять-таки X2, то есть это EOS по 20. Это вот будет возврат. Ну, вот это как раз-таки, если мы пробьем вот эту вот проторговку, и потом следующая, она будет здесь. Вот если мы пробьем ее, вот где-то здесь она будет, да, если даже мы ударимся, ну, это плюс 50% к цене. Если мы пробиваем вот это, то это X3, да, то есть, по сути, это EOS по 30. Но, опять-таки, если мы вот это все пробиваем, то следующий уровень у нас вот он. То есть, это уже более такие интересные иксы. Ну, даст ли EOS их вот в текущем сезоне, я не знаю. Просто я вот ждал, в принципе, по 10 дали, да, это там с 3-7, там, ну, почти X3, да, грубо говоря. Вот, ну, X2 точно есть. Вот, так что за EOS я буду наблюдать, буду, если что, приторговывать. Фил у нас вот забивается вот в такой вот вымпел. То есть, обратите внимание, друзья, фил можно и прикупить. То есть такой вот у нас прям четкий вымпел на недельке.
то есть откупить фил с коротким стопом довольно-таки, то есть это вот в районе 9% стоп. Вот вам актуальные цели, даже первую цель можно чуть ближе поставить, вот где-то сюда, второй так поближе тоже. Где-то вот эти райончики поставить и в принципе опять-таки x2, если мы достигнем 300 баксов. Ну, в принципе, у нас фил так сильно уж и не летал, да, то есть, ну, конечно, хотя нет, летал, конечно, вру. Он с 20 баксов летал, x10 дал, да. Но, тем не менее, вот потрогать вершинку еще раз, там дать те же, грубо говоря, 50%, ну да, вот 50%, первые 3 тейка, возможно. Ну, плюс потери довольно-таки небольшие. Вот, то есть, что, в принципе, я сейчас могу рекомендовать откупать, да, это у нас фил на споте только фил пока. Вот, EOS и Lightok это вот на фьючерсах или очень немножечко, да, с риском там 0,5, не больше. Вот фил уже можно откупить с риском 1% к депозиту, вот, а EOS и Lightok они вот с риском 0,5, то есть не превышая риски. Вот, то есть, если это у нас будет, опять-таки, пока неделя будет роста, да, в принципе, вот Фил, EOS и Lightok, они могут себя хорошо показать. Ну, это чисто на мой взгляд, друзья. Как там многие говорят, не является торговой рекомендацией, но просто мой взгляд. Вот. Надеюсь, друзья, данный обзор был вам полезен, да, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наш чат, нас почти уже 1000 человек, вот, и в общий канал. И если будут вопросы, пишите как раз вопросы в чате. Вот. И ставьте свои комментарии, ставьте лайки. Вот. До скорых встреч. Всем хорошей рабочей недели.